Вот это у меня грядки помидоров. Все укрыто, поскольку ночь была очень холодная. Я не смотрел на термометр, ну, наверное, градусов 5, не больше. И это после сильнейших дождей днем. Конечно, растениям тяжело, пришлось их укрыть. Сейчас солнышко, буду уже открывать. Пока погода хорошая, укрывное полотно с грядочек я снял. Вот это вот грядка индетерминантных помидоров. Часть плодов уже снята. Видно, что листики в основном обрезаны, а оставшиеся продолжают очень активно заболевать. Но все-таки плодики набирают вес. И укрытие от холодов им в этом помогает. Некоторые сорта активно это делают. Вот индетерминантные сорта. Полосатый шоколад. Несмотря ни на что, плодики довольно крупные. Вот этот сорт сибирские шанги. Я его только пробую. Чувствуется, что он очень сильно болел. Вот рядышком сорт спецназ. Тоже выращиваю на пробу. Плоды довольно крупные, но их всего, вот, например, на этом кустике было 5 штук. 2 уже снято, и вот осталось 3. Рядышком кустик, плодов побольше. Это сорт Кенигсберг. Он радует при любой погоде. И хотя кустики уже тоже потеряли почти все листики, но плодиков довольно много. И они, не очень маленькие, по крайней мере. Вот это сорт русский богатырь. Тоже постарался и завязал довольно приличное количество плодов. Причем довольно крупных, очень крепких. Одно название само за себя говорит. Русский богатырь. Такой он и есть. Богатырские плоды. Плодики очень гладкие, здоровые. Несмотря на то, что листики, конечно, уже надо последние убирать. Болеют. Вот довольно много плодиков. По 2 растения в лунку он растет очень хорошо. Вот этот сорт Эльба, уже половина плодиков снята примерно, и еще продолжает поспевать, надо сегодня снимать. Потому что погода делает бессмысленным оставлять их долго на кустиках. Уж лучше пусть дозариваются дома. Вот это сорт немецкий Мамонт Золотой Биколор. Тоже, несмотря на неприятности, завязал уже довольно такие крупные плодики. Это при том, что они довольно вкусные. Вот так выглядит грядочка помидоров. Кое-что все-таки наросло. Я, честно говоря, думал, будет даже хуже. А вот рядышком грядка детерминантных помидоров. Ну, здесь уже, поскольку они поспевают намного раньше, здесь уже половина плодов снята примерно. Тоже, конечно, болеют очень листики. Все пришлось их убрать. И оставшиеся тоже уже практически заражены. Вот сорт Толстый Джек. Тоже надо уже снимать сейчас плодики. Сорт Севрюга, совсем немного осталось. То же самое с сортами Царица полей, Фатима. Фатима уже даже один кустик убрал, но там совсем уже все снято. И Багира еще осталось. Тоже уже последние денечки. И буду основную массу плодиков снимать. Вот так выглядит грядочка
детерминантных помидоров. А вот эта грядка безрассадных детерминантных помидоров сорта Толстый Джек. Их я сеял семенами прямо в грунт. И обычно они отличаются завидным здоровьем. Но такая погода даже для них создала непреодолимые трудности. У них тоже листики очень больные. Пришлось их в основной массе убрать. Но эти помидорки не сдаются. И завязали немало плодиков. И видно, что они уже вот начинают первые поспевать. Конечно, им бы расти и расти, но доделать нечего. Погода распорядилась по-своему. Придется их убирать. Но в целом урожай они дали. Конечно, не рекордный, но все-таки не зря росли. Довольно много плодиков можно будет с них снять. И плоды за последние несколько дней, благодаря, наверное, вот этим вот укрытиям, которые я устанавливаю на ночь и защищая помидорки от холодов, плоды заметно покрупнели, что очень хорошо. Вот так выглядят безрассадные помидорки к середине августа. Вот мои помидорки греются на солнышке.